Глава 44. Сэлянь совершенно не ожидал, что повелитель ветров столь внезапно зажжет огонь, и потому не успел его задержать. В слепяще ярком свете пламени показалась фигура мужчины в черных одеждах. Он сидел, опустив голову и прислонившись спиной к каменной стене, которая и являлась концом коридора. Лицо бледное будто бумага, черные волосы растрепаны, но через пряди, закрывающие лицо, ледяным пламенем горит живой взгляд. И хотя он просто сидел, скрестив ноги, густой запах крови в воздухе говорил о крайне тяжелых ранах на его теле. Очевидно, он находился здесь в заточении. А фраза «я ничего не скажу» предназначалась тому, кто ранее приходил его допрашивать. Ши Цинсюань разглядел лицо мужчины и воскликнул. «Ты, мужчина, кажется, совершенно не был готов к увиденному, поэтому тоже замер на секунду, словно хотел сказать «ты», но в итоге сдержался». Сэлянь отозвал приготовившуюся к атаке Жаи и спросил. «Так вы знакомы?» Когда они, пережив множество невзгод, наконец кого-то обнаружили, лицо Ши Цинсюаня просияло. Он вознамерился ответить, но тут мужчина неожиданно отрезал. «Незнакомы». Услышав эти слова, Ши Цинсюань разгневался, ткнул в него веером и воскликнул. «Разве знакомство со мной, что-то позорное? Это звучит так непорядочно с твоей стороны, Мин Сюн, а ведь я твой лучший друг». Мужчина решительно не согласился с этим. «У меня нет друзей, которые повсюду расхаживают в таком виде». На Ши Цинсюане все еще красовались лохмотья, оставшиеся от пурпурного платья, и картина была, прямо сказать, более чем вульгарная. Сэлянь сразу почувствовал желание рассмеяться и подумал, что, оказывается, на свете взаправду есть человек, который определяет себя как чьего-то лучшего друга. Наверное, это особенность характера Ши Цинсюаня. Затем пришла другая мысль. Мин Сюн. Насколько принц мог припомнить, среди повелителей 5 стихий числился повелитель земли по имени Мин И, поэтому Сэлянь произнес. Неужели это и есть его превосходительство повелитель земли? Ши Цинсюань ответил. Именно так. С ним вы тоже уже встречались. Сэлянь внимательно оглядел Мин И. Разве, однако принц не припоминал знакомства со столь великой личностью? Ши Цинсюань уверил. Встречались. Мин И же возразил. Не встречались. Ши Цинсюань воскликнул. Ясно же, что встречались. В прошлый раз, в крепости Баньюэ, не могли же вы так скоро позабыть об этом? Глядя на болезненно бледный облик Мин И, который незамедлительно потемнел, Сэлянь вспомнил. Ведь в прошлую их встречу в крепости Баньюэ подле Ши Цинсюаня была женщина в черном. Тогда Хуа Чен сказал ему, что это не повелитель вод, но наверняка тоже один из повелителей 5 стихий. Ветра, воды, дождя, земли и грома. Выходит, Ши Цинсюань не только сам с удовольствием перевоплощается в женское обличие, но также обожает подначивать других небожителей вместе с ним оборачиваться женщинами. Неудивительно, что дама в черном имела столь безрадостное, будто брезгливое, выражение лица. Вспомнив, с каким рвением Ши Цинсюань перед походом в призрачный город уговаривал и его принять участие в совместном увеселении, Сэлянь про себя возрадовался. Ох, это было опасно. Как хорошо, что я сдержался, затем произнес. Ваше превосходительство, повелитель земли, это вы послали сигнал о помощи в виде огненного дракона, взывающего к небесам. Они нашли того, кого искали. Сэлянь кивнул. Я опасаюсь, что его превосходительство ранен. Давайте поскорее выбираться отсюда, об остальном поговорим после. Ши Цинсюань без лишних слов склонился и посадил Мин И себе на спину со словами. Отлично, тогда уходим. Втроем они направились в обратный путь. Ши Цинсюань на ходу заговорил. Послушай, Мин Сюн, ты ведь говорил, что отлично дерешься. И когда мы с тобой расстались в крепости Баньюэ, ты был в полном порядке. Как за такое короткое время тебя могли так сильно избить? Как тебе удалось нарваться на гнев собирателя цветов под кровавым дождем? В его голосе звучала малая толика издевки, и Сэлянь подумал. Раз он так разговаривает с ним, не боясь расплаты, значит, они и впрямь хорошие друзья. Мин И же, казалось, больше не желает терпеть разговоры Ши Цинсюаня, и потому бросил лишь 2 слова. «Закрой рот». Однако Сэлянь, который тоже хотел узнать ответ на заданный вопрос, спросил иначе.
Ваше превосходительство, повелитель земли, из-за чего Хуачен взял вас в плен. Мин И, хоть и не потребовал от него закрыть рот, отвечать все же не стал. Сэлянь, слегка покосившись на повелителя земли, увидел, что тот уже закрыл глаза. Напрашивался вывод, что за несколько дней заточения под землей он пережил допрос под пытками, а значит, был тяжело ранен. Пришедшая подмога успокоила его душевное состояние, и небожитель наконец смог позволить себе немного отдохнуть. Что ж, все равно вопросы могут подождать, поэтому принц не стал будить спасенного. Они взбежали наверх по ступеням, Сэлянь снова вынул игральные кости и сделал бросок. В темноте путники не увидели выпавшего числа. Следом лишь послышался легкий щелчок, а после в двери открылась щель, сквозь которую просочилась полоска света. Сэлянь толкнул дверь и как раз размышлял о том, стоит ли сейчас забрать с собой Лан Ина, как вдруг нога, которую он занес для шага, наступила в пустоту. Принц только и успел крикнуть: «Не выходите!» Несколько раз перекувырнувшись в воздухе, Сэлянь упал на что-то твердое. Но стоило ему подумать, как же хорошо, что приземление пришлось не на гору мечей или море огня. Принц поднял голову и почувствовал, что, возможно, гора мечей или море огня явились бы более предпочтительным вариантом. В непосредственной близи от Сэляня находилось необыкновенно прекрасное лицо Хуачена, который смотрел на него, приподняв одну бровь. В этот раз, когда дверь открылась, принц сделал шаг в пустоту, а потом, к своей огромной неожиданности, свалился прямо на Хуачена. Очутился же он как раз в той самой оружейной. В этот момент Хуачен сидел в центре зала и неторопливо протирал саблю Имин. И когда кто-то неожиданно свалился ему на колени, он лишь развел руки в стороны, прекратив начищать оружие, и в общем-то даже не выглядел удивленным, только преспокойно смотрел на Сэляня, будто ожидая от него объяснений. Сэлянь, разумеется, никаких объяснений дать не мог, поэтому продолжал сидеть на Хуачине и без всякого стеснения смотреть ему прямо в глаза. Внезапно он заметил рядом еще Каякова. Повернувшись, принц увидел Лан Ина. Юноша сидел на полу, ужасно напуганный, едва не схватившись руками за голову, и смотрел на двух человек перед собой. Но почему Лан Ин оказался здесь? Судя по всему, Хуачен как раз его допрашивал. Затем Сэлянь краем глаза ухватил белоснежный сапог Ши Цинсюаня, который высунулся из открывшегося прохода наполовину. Охваченный волнением, принц схватил Хуачена за плечи и воскликнул: «Виноват!», а после повалил Хуачена на пол. От этого броска они вместе отлетели на целый джан, да еще несколько раз прокатились по полу. Затем принц резко приподнялся и увидел, что Ши Цинсюань с Мин И на спине выпрыгнул из прохода и благополучно приземлился на то самое место, где только что сидел Хуачен. Сэлянь, вновь вооружившись наглостью, повернулся к Хуачену. Тот продолжал смотреть на принца без какого-либо выражения, только бровь поднялась еще чуть выше. Сэлянь одним прыжком вскочил на ноги и отдалился на несколько чи, непрестанно повторяя: «Прошу прощения, прошу прощения». Лан Ин при одном взгляде на Хуачена перепугался до крайности и тут же спрятался за спину Сэляня. Тот, закрывая собой мальчика, произнес: «Сань Лан, позволь мне все объяснить». «Хуачен, я весь внимание». Ши Цинсюань вмешался: «Постойте, вы ничего не перепутали. Это он должен предоставить вам объяснение, а не вы. Ответственность за инцидент с пропавшим без вести небожителем полностью лежит на нем. Ваше Высочество, наследный принц, проявите бдительность». Больше всего на свете Сэлянь не хотел сталкиваться лицом к лицу именно с этим обстоятельством. Он пристально посмотрел на Хуачена и произнес: «Сань Лан, мне неизвестно, какое именно недоразумение произошло между тобой и повелителем земли, но не лучше ли нам сейчас спокойно разрешить эту проблему? Если Хуачен просто отпустит их с миром, лучшего исхода и придумать нельзя. Повелитель земли хоть и ранен, но все же опасности для жизни нет, руки-ноги целы, и если на этом прекратить любые препирательства, ситуацию все еще можно спасти. Стоит Хуачену позволить ему уйти, и по возвращении в небесные чертоги Сэлянь во время доклада об исполнении приказа готов пожертвовать своим лицом, но все же попытаться уговорить Цзюнь проявить снисхождение при вынесении решения.
К его вящему удивлению, Хуа Чен переспросил. «Повелитель Земли? Какой еще повелитель Земли?» После недолгого молчания он добавил. Это тот, что сидит на спине повелителя ветров. Но ведь он, всего лишь мой ни на что негодный подчиненный, и все». Последняя фраза заставила и Селяня, и Ши Цинсюаня удивленно застыть. Повелитель ветров произнес: «Ясно как белый день, что перед нами, чиновник верхних небес. Для чего ты упорно пытаешься выдать белое за черное?» Хуа Чен усмехнулся. «В таком случае, хотелось бы узнать, для чего ваш многоуважаемый достопочтенный чиновник верхних небес скрыл свой истинный статус, отринул высокое положение и заявился ко мне на службу демоническим посланником». Хуа Чен провел рукой по изогнутому дугой эмину, отчего тот блеснул серебристым полумесяцем, и добавил. «Если это действительно повелитель Земли, в таком случае он может похвастаться невероятной выдержкой, раз играл одну роль целых 10 лет. Не могу сказать, что за это время я ничего не заподозрил, однако у меня никак не находилось доказательств. И если бы я не встретил его в крепости Баньюэ под видом спутника Повелителя Ветров, то до сего дня так и не обрел бы абсолютной уверенности». В одно мгновение в голове Селяня мысли замелькали со скоростью молнии. Вот оно что. Оказывается, истинная причина исчезновения и пленения Повелителя Земли кроется в том, что он на протяжении 10 лет скрывал свою личность и служил демоническим посланником под началом Хуа Чена. Если опустить все красивые слова, он был кротом. И хотя Хуа Чен замечал странности за своим подчиненным, все же прямых доказательств не имелось, поэтому он оставил его при себе и продолжал наблюдать. И вот, совсем недавно статус повелителя Земли как крота был раскрыт Хуа Ченом. Несколько дней назад во время похода в крепость Баньюэ Хуа Чен увидел повелителя Земли, который явился вместе с повелителем ветров. И даже несмотря на то, что в тот момент повелитель Земли, поддавшись на подстрекательство повелителя ветров, обратился женщиной, Хуа Чен все же разглядел, кто скрывается за фальшивой личиной и, узнав в женщине в черном платье демонического посланника, которого он как раз подозревал, определил его как одного из повелителей 5 стихий. А когда поход в крепость Баньюэ завершился и Хуа Чен покинул монастырь водных каштанов, он наверняка отправился поквитаться с повелителем Земли. Возможно, именно в момент бегства от Хуа Чена, оказавшийся в критическом положении Мин, и воспользовался техникой призыва о помощи, после которого Цзюнь-У обратился к Селиню с просьбой отправиться на это задание. Чиновнику небесных чертогов не сиделось на посту верхних небес, и вместо занятия своими делами он устроил маскарад и внедрился в мир демонов, где провел несколько десятков лет. Скандал от этой новости назревал поистине невиданный. Не говоря уже о факте скрытой конфронтации, если бы Мины продолжили удерживать здесь и запытали до смерти, конфликт между миром небес и демонов достиг бы непомерных масштабов. В таком случае ситуация стала бы еще более запутанной и неразрешимой. К тому времени уже никому не удалось бы остаться в стороне и думать лишь о своем благополучии. Обдумав всевозможные варианты, Селянь мог сказать только одно. «Я все понял. Вина за это происшествие лежит на нас, и все же, Саньлан, я надеюсь, что сегодня ты проявишь к нам снисхождение». Хуа Чен пристально посмотрел на принца и спустя секунду бесстрастно произнес. «Ваше Высочество, честно говоря, в некоторые вещи вам лучше не впутываться, для своего же блага». Внезапно Ши Цинсюань воскликнул. «Призыв ветров». Он взмахнул веером, и в тот же миг в оружейной раздался вой ураганного ветра. Оружие на стенах задрожало и зазвенело. Селянь воскликнул. «Ваше превосходительство, повелитель ветров, мы ведь еще не начали сражаться». Ши Цинсюань ответил. «Как я посмотрю, раз уж никто из вас не хочет первым начинать драку, в таком случае я возьму на себя роль злодея». Призыв ветров. Раздался оглушительный треск, и Селянь ощутил, как сверху полетели клубы пыли. Принц поднял взгляд и увидел, что ветром оторвало край крыши, и теперь в ней зияла огромная дыра. В оружейной не было ни окон, ни открытых дверей, и Ши Цинсюань, не собираясь атаковать, решил просто-напросто сорвать крышу и улететь прочь. Черные волосы и красные одежды Хуа Чена развивались посреди урагана, однако он сам не сдвинулся с места и с улыбкой сказал. «У тебя есть веер, вот так удача, у меня тоже».
С такими словами он достал с ближайшей оружейной полки веер, поражающий изяществом тонкой работы. Каркас и пластинки артефакта были сделаны из чистого золота прекрасного, но сдержанного цвета. Хуа Чен покрутил веер в руках, затем с легкой безмолвной улыбкой раскрыл, явив зрителям истинный образец изысканности вкупе с мощной убийственной ци. Разворот ладони, взмах, и на противника полетел поток яростного ветра, сверкающий серебристыми бликами. Трое разом уклонились от атаки и тут же услышали позади стук, походивший на стремительные удары дождевых капель во время мощного ливня. Обернувшись, они увидели ряды тончайших золотых пластинок, которые вонзились в пол на 1 цунь, тем самым демонстрируя силу и остроту этого опасного оружия. Каждый предмет вооружейный, какой ни возьми, являлся магическим артефактом и обладал мощнейшей разрушительной силой. Хуа Чен снова взмахнул веером и сотворил очередной порыв ветра с золотистым блеском. Ураган, поднятый Ши Цинсюанем, поражал своей мощью, но чем сильнее он был, тем опаснее становилась обстановка вокруг. Оружейная представляла собой всего лишь просторный зал, и пространство здесь было ограниченным, поэтому потоки ветра, поднятого веером повелителя ветров, частично отражались от стен и продолжали беспорядочно завихряться внутри оружейной, таким образом подхватывая тысячи золотых пластинок, которые кружились вокруг небожителей в бешеном танце. Сэлянь, беспокоясь, что золотые лепестки могут кого-то поранить, закрыл собой Лан Ина и воскликнул. «Ваше превосходительство, повелитель ветров, прошу, прервитесь ненадолго». Золотые пластины уже несколько раз задевали Ши Цинсюаня и Мин И, пролетая мимо. Повелитель ветров и сам хотел бы остановиться, но в крыше, которую он собирался сорвать ветром, уже виднелся немалый зазор, и если сейчас остановиться и опустить крышу на место, все прежние старания пойдут на смарку. Именно в этот момент все золотые листки, что бешеным вихрем танцевали вокруг, внезапно, как по команде, взлетели вверх. Раздался грохот, кто-то проломил крышу и вместе с сыплющимися сверху обломками спрыгнул вниз. Едва коснувшись ногами земли, вновь прибывший громогласно заявил. «Прошу меня извинить, ваше превосходительство, повелитель ветров, я не смог дождаться вас и не вмешаться». Ши Цинсюань несказанно обрадовался. «В этот раз твое появление как нельзя кстати, Цаньцу». Молодой мужчина держал на плече тяжелый меч, лезвие которого в ширину достигало размера ладони взрослого человека. Это был Лан Цаньцу. Его меч сверкал ослепительным золотом, но если присмотреться, становилось ясно, дело вовсе не в том, что само оружие золотое. Просто все великое множество острых словно лезвия золотых пластинок притянуло к нему, и теперь они облепили его тонким слоем, отчего и казалось, что огромный меч сотворен полностью из золота. Добытая из самого сердца магнитных гор руда, из которой было выковано оружие Лан Цаньцу, имела удивительную особенность, которая заключалась в способности притягивать металл. Если магические силы, содержащиеся в артефакте, не превышали определенного уровня, стоило небожителю взять в руки этот меч и отдать мысленный приказ, как все металлические артефакты поблизости притягивало к нему, а затем меч плавил и поглощал их. Так случилось и с золотыми пластинками, вскоре они впитались в поверхность меча, золотое сияние бесследно исчезло. От такой картины Хуа Чен рассмеялся, сложил золотой веер, не глядя забросил куда-то за спину и произнес. Неужели чиновники небесных чертогов настолько нищие и невежественные, что при виде золота не желают выпускать его из рук? Если бы кто-то сказал подобное Сэлиню, он бы просто притворился, что ничего не слышал. Но Хуа Чен насмехался над Лан Цаньцу, и тот, будучи отпрыском августейших кровей, за свою жизнь повидавшим золото и драгоценностей, что грязи, даже прекрасно понимая, что этот выпад противник сделал со злым умыслом, чтобы задеть его самолюбие, все равно пришел в ярость, вскинул меч и бросился в атаку. Хуа Чен, вооруженный Ямином, одной рукой описал в воздухе несколько серебристых восьмерок и непринужденно вскинул лезвие, принимая бой. Лан Цаньцу вложил в удар всю свою силу. Он был молод, и потому не знал страха. Сэлянь же сразу разглядел огромную разницу в силе между сторонами. Если Лан Цаньцу в самом деле нанесет этот удар, неизбежно встретит смерть. Даже Ши Цинсюань, который не пользовался мечом и не мог увидеть реальной разницы, тоже закричал, предчувствуя беду: «Цаньцу, не упорствуй».
Но разве можно одним лишь криком остановить стрелу, наложенную на тетиву и готовую сорваться? Никто не мог ожидать, что в момент, когда сабля и меч уже были готовы столкнуться, в оружейной взорвется вспышка слепящего белого света. Сияние оказалось столь ярким, что заполнило собой почти все пространство оружейной, а присутствующие на короткое время потеряли способность четко видеть, все перед глазами заливало ослепительно белым. Только Сэлянь, будучи готовым к такому результату, еще мог с трудом что-то разглядеть. Собрав в правой руке всю оставшуюся магическую силу, что передал ему Ши Цинсюань, принц обратил ее в пламя и ударил в направлении пустого угла оружейной. Угол тут же занялся внушительными языками огня. Не теряя времени, Сэлянь размотал Жая, связал лентой себя, Ши Цинсюаня, Мин И, Лан Цаньцу и Лан Ина, затем выкрикнул: «Ваше превосходительство, повелитель ветров, направьте потоки ветра вверх». Ши Цинсюань, до сих пор не в состоянии открыть глаза, все-таки сделал, как сказал принц, развернул веер лицевой стороной наверх и резко взмахнул. На ровном месте поднялась воронка смерча и наконец выбила крышу здания, которая и так уже еле держалась. Жая, связав ношу из 5 человек, стрелой устремилась ввысь. Только в воздухе к ним наконец вернулась способность видеть, и когда Ши Цинсюань, разглядев внизу в нескольких джанах столб пламени и клубы густого дыма, понял, что в оружейной начался пожар, и испугался, что Хуачен может за ними погнаться, небожитель сразу развернул веер и принялся махать им что есть мочи. У него получилось буквально нагнать ветер, чтобы развести огонь, в мгновение ока пламя, подхваченное ураганом, вспыхнуло до небес, языки перекинулись на соседние постройки, и большая часть дома блаженства окрасилась ярко-красным заревом. Сэлиню с огромным трудом удалось остановить Ши Цинсюаня, который все махал и махал веером. Принц воскликнул: «Ваше превосходительство, прекратите, еще немного, и вы все здесь жаждете». Ши Цинсюань, которого он схватил, взмолился: «Ладно, ладно, ладно, я перестану. Ваше Высочество, отпустите меня. Вы слишком сильно сжали пальцы». Повелитель ветров отозвал ураган, и только тогда Сэлянь его отпустил. Посмотрев вниз, даже посреди красных всполохов принц разглядел алую фигуру. Они летели слишком высоко, поэтому четко рассмотреть не получалось, но шестое чувство подсказывало Сэлиню, что в этот момент Хуачен стоит внизу и, подняв голову, смотрит на него. Он не бросился в погоню и не побежал тушить пожар, лишь стоял там, позволяя пламени свирепствовать вокруг. На улицах призрачного города вокруг Дома Блаженства послышались крики, забегали толпы демонов. Сэлянь почувствовал, как стало трудно дышать, даже голос немного охрип, когда он пробормотал: «Я же просто хотел разжечь небольшой огонь, чтобы ненадолго отвлечь внимание, как такое могло случиться». Он вспомнил, как совсем недавно Хуачен стоял, опершись на ворота оружейной, и полушутя предлагал ему забрать в качестве подарка всю оружейную вместе с сокровищами в ней. А теперь все это утонуло в море огня. Разумеется, многие артефакты, выкованные из чистейшего золота, не боялись закалки жаром. Однако было и много таких, которые по своей природе не выносили встречи с пламенем, а значит, просто обратились в кучку пепла. Кроме того, принц совершенно не ожидал, что пожар в одно мгновение разгорится столь яростно, да еще перекинется на весь Дом Блаженства. Пусть Хуачен не считал это место домом, но ведь это была его резиденция. Видя, что принц погрузился в совершеннейшее расстройство, Ши Цинсюань тоже почувствовал себя неловко и произнес: «Ох, вы уж простите, ваше высочество. Я не думал ни о чем другом, кроме скорейшего бегства, это полностью моя вина. Первоначально ведь огонь был совсем маленьким, если собиратель цветов под кровавым дождем потребует от вас возмещения ущерба, смело валите все на мою голову. Не волнуйтесь, я покрою любые затраты. Уж чего-чего, а денег у меня в достатке. Да разве же дело было в деньгах?» Сэлянь закрыл глаза, не в состоянии произнести и слова. Ши Цинсюань похлопал его по плечу и вдруг заметил, что рука влажная, а в нос ударило резким запахом крови. Присмотревшись, он пришел в ужас и воскликнул: «Ваше Высочество, что у вас с рукой?» Правую руку Сэляня полностью заливала свежая кровь. Рукав промок
сквозь, а дрожь, охватившую руку, уже нельзя было характеризовать как легкую. Но все же он обеими руками крепко держался за шелковую ленту, не давая ураганному ветру унести их прочь. Ши Цинсюань не мог успокоиться. «Что с вами стряслось?» Сэлянь немного пришел в себя, с трудом сохранил самообладание и покачал головой. «Ничего, небольшая ранка, залечу, когда окажемся наверху». Ши Цинсюань вспомнил. «Так той белой вспышкой были вы. Ваше Высочество, это вы их разняли». «Сэлянь, я ведь тоже умею пользоваться мечом». Ши Цинсюань оказался прав в тот момент, когда оружие Хуа Чена и Лан Цаньцу почти схлестнулось, молниеносным броском между ними вклинился Сэлянь. Он, не глядя, схватил лежащий на ближайшей подставке меч, оказался между противниками и сделал два выпада. Первым отбил атаку Лан Цаньцу, а вторым заблокировал Эмин. Мощь обоих выпадов была не просто велика, принц нанес их с такой точностью контроля, что, отбив обе атаки, сабли и меча, не навредил отдаче ни одному из хозяев оружия. Но поскольку Сэляня зажало между ними, то меч, которым он воспользовался, да еще его рука, приняли на себя всю силу обоих ударов. И если меч Лан Цаньцу не представлял серьезной опасности, то от мощи лезвия ветра Хуа Чена поистине невозможно было укрыться. Но тот меч, который выхватил Сэлянь, все-таки входил в число сокровищ оружейной Хуа Чена, а значит, являлся драгоценным клинком. Поэтому столкновение двух лезвий вызвало взрыв слепящего белого сияния. Первый из двух выпадов, пришедшийся на меч Лан Цаньцу, оставил трещину на оружии Сэляня. Второй же, предназначавшийся Эмину, повел за собой более тяжелые ранения, пострадала и плоть, и кости. Все произошло за какие-то доли секунды, столь быстро, что разглядеть было невозможно. Ши Цинсюаню, который увидел состояние руки принца, даже показалось, что она просто-напросто превратилась в кровавое месиво. Повелитель ветров произнес: «Ваше Высочество, вы просто поразили меня своей мощью. Неужели вы правда отразили оба удара одной рукой? Бог войны в короне из цветов, в одной руке меч, в другой цветок». Повелитель ветров помнил лишь о цветке, вот только позабыл, что Сэлянь вознесся на небеса благодаря мечу. Вспомнив о том, насколько опасной была та ситуация, Ши Цинсюань, все еще не оправившись от потрясения, добавил: «Как же хорошо, что вы, ваше Высочество, решили вмешаться и отразить удары обоих. Иначе неизвестно, насколько бы кусков собиратель цветов под кровавым дождем разделал Цаньцу». Но вот что странно. Лан Цаньцу, с виду ни капли не пострадавший, теперь выглядел отстраненно и даже шокированно, будто его душа покинула тело. Ши Цинсюань позвал: «Цаньцу, Цаньцу, что с тобой? Очнись. Тебя что, так сильно ослепило той вспышкой, что зрение до сих пор не вернулось?» Так они и прилетели в столицу бессмертных, верхом на потоке ветра. Поддерживая друг друга и таща раненых на спине, они пронеслись сквозь врата во сне. Сения и помчались прямо во дворец Шэню. Лан Ину запрещалось следовать за ними, поэтому Сэлянь оставил его в пристройке рядом с дворцом. На посту никого не оказалось, и принц выкрикнул сразу на всю сеть духовного общения: «Прошу прощения, нет ли здесь кого-нибудь из божественных коллег? Прошу вас незамедлительно явиться во дворец Шэню. Ситуация чрезвычайная, один из небожителей ранен». Пока он пытался до кого-нибудь докричаться, Ши Цинсюань рядом с ним щелкнул пальцами, наконец-таки вернувшись к обличию заклинателя в белом одеянии, затем махнул рукой, отправляя в духовную сеть 100 тысяч добродетелей, и добавил: «Раненых небожителей двое». Сэлянь поспешил заверить: «Ваше превосходительство, не стоит так горячиться, достаточно просто сказать, без разбрасывания добродетелей. Когда все услышат просьбу, кто-нибудь обязательно откликнется». Ши Цинсюань возразил: «Нет, ваше Высочество, вы должны понять, что разбрасывание добродетелей подействует в 100 раз быстрее, чем просто слова». Вскоре издали послышался голос: «Кто здесь раненый?» И если на слове «кто» голос звучал еще вдалеке, то к концу фразы говорящий уже появился перед ними. И это был Фэн Синь. Войдя во дворец и увидев сначала Сэляня, а затем Лан Цаньцу, он на мгновение застыл. Сэлянь произнес: «Со мной все хорошо, но боюсь, что его превосходительство повелитель земли сильно пострадал».
Спустя несколько секунд молчания Фэн Синь спросил, что с твоей правой рукой? В этот момент раздался еще один голос. Пострадал, и что с того? В пантеоне верхних небес множество небожителей. Который из них возвращается из патрулей, не украсившись парой шрамов? Голос звучал предельно вежливо, мягко и даже нежно, однако тон фразы совершенно не вызывал приятных эмоций. Разумеется, это был Му Цин. Он вошел во дворец и точно так же вначале обратил взор на Сэляня, затем на Лан Цаньцу. Однако выражение его лица в корне отличалось от Фэн Синя. Му Цин слегка приподнял бровь, отчего создавалось впечатление, что он собирается посмотреть на отличное представление. Увидев, что Фэн Синь уже приблизился к Сэлиню, чтобы осмотреть его руку, Му Цин склонился над Мин И. «Так значит, вы и есть его превосходительство повелитель земли». К этому времени один за другим явились и другие небожители. Повелитель земли и всегда считался драконом, что являет то голову, то хвост, и большинство присутствующих видели его впервые, поэтому каждый без стеснения подходил, чтобы посмотреть. При этом они ощущали себя несколько растерянно и не понимали, для чего их всех столь неожиданно созвали сюда. Но раз уж повелитель ветров разослал всем добродетели, волей-неволей пришлось откликнуться на просьбу. Сэлянь ответил Фэн Синю: «Спасибо, но я в полном порядке. Как-нибудь заживет само». Фэн Синь тоже не стал тратить слова. «В таком случае, позаботься о себе сам». Сэлянь снова тихо сказал спасибо, затем развернулся и увидел, что Лан Цаньцу остолбенело смотрит в их сторону. Принц спросил: «Ваше высочество Тайхуа, что с вами?» Фэн Синю выражение лица Лан Цаньцу также показалось странным, поэтому он спросил. Его высочество Тайхуа тоже получил ранение. Сэлянь ответил: «Вроде бы не должен был. Я взгляну». С такими словами он протянул руку и хотел дотронуться до лба Лан Цаньцу, но тот среагировал неожиданно быстро и резким движением схватил запястье принца. И хотя на его лице отражалась все та же неуверенность, будто он что-то узнал, но пока не убедился наверняка, тем не менее в глазах уже полыхало пламя. Сэлянь почувствовал, как от руки Лан Цаньцу к его запястью передалась гневная дрожь. Теперь уже и остальные небожители заметили, что происходит что-то изведя вон, поэтому стали тихо перешептываться. Ши Цин Сюань и Му Цин выпрямились. Фэн Синь задал вопрос. «Ваше высочество Тайхуа, что вы делаете?» Лан Цаньцу наконец заговорил, но сказал лишь одно слово, от которого сердце Сэляня потяжелело и опустилось глубоко на дно. Сквозь сжатые зубы он выдавил: «Советник». Зрачки Сэляня мгновенно сузились. Собравшиеся вокруг небожители ничего не поняли, послышались их шепчущие голоса. «Какой советник? Кто советник?» Но были и те, кто вдумался в детали и докопался до истины. Лан Цаньцу являлся наследником государства Юнань, а советником того же государства служил один из двоих советников-чародеев, советник Фан Синь, и никто не знал ничего ни о его прошлом, ни его настоящей личности. А теперь Лан Цаньцу схватил Сэляня за руку и назвал его советником. Это ли не указание на то, что Сэлянь и есть тот самый советник-чародей, принесший беду в государство Юнань, советник Фан Синь? Но ведь Сэлянь являлся наследником государства Синьлэ, которое было уничтожено армией Юнань. Как он мог оказаться на службе в государстве Юнань? В чертогах верхних небес его высочество Тайхуа слыл приветливым, открытым и дружелюбным небожителем, который никогда не строил хитроумных замыслов против кого-либо, никому не причинял вреда. И тем более на его лице никогда не появлялось выражения, подобного нынешнему, не то печального, не то разгневанного, похожего не то на жажду мести, не то на лютую ненависть. Лан Цаньцу вцепился в Сэляня смертельной хваткой, его грудь вздымалась и опускалась от волнения. С трудом контролируя эмоции, он проговорил: я же собственными руками убил тебя, собственными руками заколотил твой гроб, а ты советник, мастерство твое поистине непостижимо. Беда, беда, сегодня случится что-то непомерно ужасное».